Собачка-то буддийская. Самый главный сюрприз вас ждет внутри. В определенной степени впечатляет. Представляете, оригиналы здесь. По-моему, это великолепно. Хотя бы только из-за этого стоит сюда прийти. Здравствуйте, мои дорогие снобы! Я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов. Да, мы теперь находимся в Японии, в северной японской провинции, а точнее префектуре Аомори. И теперь мы будем вещать отсюда, и я буду делиться с вами впечатлениями об интересных местах, которые присутствуют в этой провинции и не только. И как настоящие снобы, мы, естественно, начнем с искусства, и сегодня мы делаем обзор художественного музея города Аомори. Здесь в основном представлены работы местных японских художников, но здесь есть изюминка, о которой я расскажу чуть позже. Ну а пока пару слов о самом здании. Оно выполнено местным японским архитектором в стиле конструктивизм. Конечно, это не мой стиль, я предпочитаю другую архитектуру немножко, но, как говорят, этот архитектор был вдохновлен археологическим местом Саннай-Маруяма, которое находится недалеко отсюда. Это было поселение каменного века, и, вдохновившись атмосферой тех построек, архитектор создал вот этот замечательный музей, а насколько он замечательный, мы скоро узнаем. Ну, пока еще могу вам показать, что здесь вот у нас эмблема телеграмма. Видите, да, вот эти, правда, она не синенькая, а прозрачная, но тем не менее, видите, как все тут задумано. Но самый главный сюрприз вас ждет внутри. Я пока его еще не видел, но я думаю, что это будет очень здорово, поэтому смотрите до конца. Это залы местных художников первой половины 20 века. А этот зал посвящен как раз художнику Мунаката, чьи картины мы видели некоторые. И, как можно здесь видеть, его любимые записи. И тут Бетховен сплошной. То есть, как настоящий сноб, он любил хорошее искусство. Рояль, за которым он, наверное, играл Бетховена. Продолжаем нашу экскурсию. У нас тут ширмочки замечательные. Стиль, конечно, не мой, но тут вот Будды какие-то, да. Итак, идем дальше. Здесь у нас очередная инсталляция. Вот тут вот такая некая жуткая картина детишек, которые на лугу головой вниз окунулись, читают английские книжки. Ну, а если заглянуть отсюда, то тут видны всякие головы забавных и страшных персонажей. Поэтому, что хотел сказать автор этой инсталляции, мне не очень понятно, но она в определенной степени впечатляет. Ну, а здесь зал с аппликациями из тканей. Их сделала местная художница Коноике Томоко. Ну, красивенькие картинки есть. Новый проект это относительно. Вот. Можно тут забавные всякие семейные картинки и так далее. И пчелка наверху. Что называется временная выставка Headliner, которая завтра уже заканчивается. Вот смотрите, какой милый мишка, да? Классная ширма, или как это называется правильно, гбелен по-японски. Сейчас мы посмотрим собачку. Один из самых знаменитых символов этого музея. Собачка-то необычная у нас. Собачка-то японская. И вот на самом деле стены сделаны из настоящего кирпича. Вот здесь видно из-под краски. Это удивительно, потому что, насколько я знаю, из кирпича-то вообще в Японии сейчас строить нельзя. Но, видимо, это только облицовка. Ну, интересно. Ну, а нельзя, потому что землетрясение. Понятно, да? Ну вот, мы спускаемся. Мы должны были подняться, а потом опять спуститься. Чтобы собачку-то посмотреть специально. А вот, собственно, собачка. Обещали, что она смотрит в пустую миску, но миски тут не видно. И вы можете либо подумать, почему она такая грустная. Потому что еда-то закончилась, и она как шарик, или может быть как хатико, грустит. То ли от голода, то ли грустит по своему хозяину. Но мы-то с вами снобы, мы-то понимаем, что мы в Японии, и собачка это необычная. Собачка-то буддийская. И она как Будда закрыла глаза, и она находится в состоянии блаженства. Понимаете, в чем дело? Так что с ней все в порядке, и с нами, и с вами тоже будет все в порядке. Я на это надеюсь, я вам этого желаю, и я почти в этом уверен. Мой оператор мне подсказывает, что на самом деле миска-то вот она. Я ее просто пропустил. Оператор заметил, что вот миска, она здесь, но она не пустая. Минимум в ней есть травка. Ну и, собственно, вот это самый главный холл.
называется Алеко Холл. Здесь эскизы к декорациям, к балету Алеко по поэме Пушкина «Цыганы», выполнены Марком Шагалом, да, тем самым витебским гением. Тот самый Шагал. Представляете, оригиналы здесь. Здесь остальные три или какая-то. В общем, всего их несколько штук в мире. Остальные все в США. Он их там писал во время Второй мировой войны. Ну а здесь 4 огромных полотна. И это прям видно, что Шагал. Прям узнаваемый стиль. Полет над городом, вы помните, да? Все прямо красота. Здесь можно прямо час находиться и все это внимательно смотреть. Здорово, очень здорово. Прямо. Вы понимаете вообще? Марк Шагал, оригиналы Марка Шагала в Аоморе, в японской провинции. По-моему, это великолепно. Хотя бы только из-за этого стоит сюда прийти. Ну, а это, я не знаю, возможно, это как раз тоже старый Витебск. Вот в Витебске я был, но такого не помню, и всадника тоже не помню. Ну, прям очень здорово, прям всем рекомендую. Где вы еще Шагала увидите такие огромные полотна? В оригинале. И во дворике музея бесплатно вы можете посмотреть на вот эту скульптуру, сделанную, видимо, тоже из бетона или из гипса. Ну, не мой стиль, я, конечно, предпочитаю что-то вот античное. Вот есть у нас, кстати, на канале видео из Анталийского археологического музея с огромным количеством античных статуй. Ну, зато бесплатно. Может быть, кстати, вам такой стиль нравится, не знаю. И она выходит далеко к ней, вот башенка такая, как Вавилонская башня. Итак, друзья, мы посетили этот замечательный музей. Замечательный он в первую очередь экспозицией декорации Марка Шагала, и хотя бы из-за этого стоит его посетить. Ну, также интересные некоторые работы японских художников. К сожалению, там не везде нам разрешили снять видео, поэтому не все залы удалось показать. Но я думаю, основную задумку вы поняли, и если вы уже приехали сюда или вы здесь живете, то, конечно, это место надо посетить. К тому же здесь есть вокруг прекрасный парк и еще другая достопримечательность. Поэтому всем рекомендую, хотя билеты здесь дороже, чем в других музеях. Итак, друзья, если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, если хотите дальше получать обзоры интересных мест из Японии. На этом я с вами не прощаюсь, я говорю до свидания и до скорых встреч в Аоморе. Ну, кстати, в сувенирной лавке купил открытку с репродукцией как раз одной из декораций Марка Шагала, вот, которая мне больше понравилась, напоминает полет над городом, да. Вот, возможно, я даже эту открытку отправлю кому-то из вас, дорогие зрители, если вы хорошо попросите. Ну и также, если будет работать почта. А может быть нет, может быть я просто ее себе оставлю.